Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня утро 31 декабря. Еще спит моя семья, чтобы быть бодрыми на Новый год. А я решила с вами пообщаться, мои дорогие зрители, уважаемые подписчики, чудесные, прекрасные мои зрители. Мне захотелось с вами поговорить в канун Нового года, остановить мгновение, поделиться своими чувствами, своими эмоциями. Как и сегодня, так и каждое утро моего дня начинается с ваших комментариев. Я встаю рано, где-то часов 5:30, в 6, и перед готовкой, перед сборами в школу, на работу, у меня сын 8-летка, и хлопот с утра достаточно. Так вот, перед моим трудовым утром я прочитываю ваши комментарии. Вот утро начинается с ленты комментариев. Смотрю ваши пожелания, советы, наполняюсь теплотой и любовью. Вот я реально ощущаю в каждом комментарии ваши эмоции чудесные. И потом вот эта ваша энергия, она перерабатывается в мои идеи, так как следующая мысль моя: а что же я покажу в новом видео, что же, какой идеи и чем я вас буду удивлять. Вселенная обо мне заботилась в лице вас. Вот у меня появлялись новые подписчики, появлялись новые друзья. Хочется вас поблагодарить за то, что вы у меня есть. Мне просто хочется всей душой вас обнять вот в этот чудесный канун Нового года. Поблагодарить всех. Вот просто все вы у меня самые лучшие, прекрасные и чудесные зрители. Особо выделить хочется Нину Медянкину. Вы, наверное, все видели в комментариях в ленте ее прекрасные стихи. И я, вот честно скажу, каждый раз выходит видео, и я жду новый стих Нины Медянкиной. Наверное, и вы также заходите посмотреть, а что же там Ниночка нам написала. Спасибо вам, Нина. Даже волнуюсь, вот просто порой меня некоторые комментарии просто вот трогают до глубины души, и слезы радости и счастья выступают у меня на глазах. Также в канун Нового года вот мне YouTube сделал подарок. У меня на канале 100 000 подписчиков. Вот так вот все чудесно сложилось. Такой рубеж, такой этап пройден, достигнут. И, конечно же, это мотивация для того, чтобы развиваться, не лениться, а трудиться, что я и делаю. И вот сейчас я вспоминаю начало своего пути, вот как блогера, ютубера, и достаточно сложно было в начале становления, когда было еще совсем мало подписчиков, было порядка 5-6 тысяч подписчиков. Неожиданным и приятным сюрпризом, подарком для меня было то, что некоторые блогеры меня замечали и отмечали на своих каналах, в своих видео. Они говорили о том, что вот появилась такая Владанна, такой канал «Мода с Владанной». И, соответственно, у меня был приток их подписчиков с их каналов, и мой канал развивался. Ну вот я вспоминаю с благодарностью Светлану Пояркову, прекрасного конструктора, которая пошила себе пальто-свингер по моему мастер-классу, и об этом рассказала на своем канале. Своим таким приятным голосом она сказала фразу: обратите внимание, Владанна, она очень даже непростая. Посмотрите на ее работы. Хотя тогда я была в самом начале своего пути в Ютубе. Кстати, Светлана Пояркова
замечательный конструктор. Она прекрасно, доступна, рассказывает все азы конструирования, начиная со снятия мерок, с знакомством с фигурой, с балансом, все нюансы. И я очень рекомендую ее канал людям, которые только начинают свой интересный творческий путь в пошиве, в конструировании, в знакомстве с этой чудесной профессией. Вспомнила сейчас Лену Брит, может быть, вы знаете такого блогера, у нее также швейный канал, и она обо мне сказала в своих интересных видео. У нее такая рубрика есть интересная «С миру по нитке», и вот она рассказывает о новых каналах, о новых блогерах, о том, что ей интересно, и вот в этот список попала и я. Мне лично самой тоже нравится вот Лена Брит своей подачей, своим таким приятным голосом, стильно, все она так красиво умеет преподнести, рассказать, показать, и очень приятно ее и интересно смотреть, получаешь удовольствие в процессе. Также у меня в начале пути моего на YouTube-канале появились друзья, появились партнеры, интернет-магазин Зана. И я показывала ткани с этого магазина в своих видео, и очень много у меня вещей пошиты из тканей из интернет-магазина Зана. Руководители этого магазина Сергей и его супруга Юля очень хорошие, приятные люди. Они сразу откликнулись на мое предложение о партнерстве, поверили в меня, так как у меня еще тогда было совсем мало подписчиков на канале, там, по-моему, порядка 5-6 тысяч подписчиков. Ребята посмотрели мои видео и открыли передо мной свои двери, двери своей души. Я помню, как Сергей сказал такую фразу: «Владанна, выбирай все, что хочешь. Мы не жадные, нам не жалко». Поверьте, эта фраза дорогого стоит в наше время, поэтому я это все ценю, помню. И вам, ребята, зановцы, большой привет! И до скорых встреч на ваших страничках интернет-магазина. Удивляйте меня своими классными тканями. Вспомнила сейчас канал блогера Ирина на Луне. Это девочка, которая вяжет и обучает вязанию. Прекрасная мастерица. Она замолвила обо мне словечко на своем канале. Ну и многие подписались, многие меня смотрят. И ей за это большое спасибо. Хочется поблагодарить, еще сказать слова благодарности своему супругу. Мы уже вместе с ним 31 год, и по жизни, вот как творческого человека, который летает в облаках, он взял меня за руку и ведет, помогает, поддерживает. И вот сейчас также в развитии нашего канала он тонко чувствует вот эти все алгоритмы Ютуба, он меня направляет, мою творческую мысль направляет, в каком плане дальше делать видео, так как какие видео лучше просматриваются, где канал проседает, где наоборот вот эти все графики и алгоритмы Ютуба, он это все чувствует и этим серьезно занимается процессом. Ну и поэтому вот сейчас все это дело
движется, развивается, и я могу спокойно творить на этом фундаменте, на этой базе. Также благодарна своим девочкам в ателье, своим мастерицам. Они у меня лучшие, они делают все безупречно, качественно, и я очень довольна их работой. Девочки, я вас люблю. Мы вчера прекрасно посидели, отметили завершение старого года, подвели итоги. И теперь мы немного отдохнем и с новыми силами будем творить дальше. Вам, мои дорогие, любимые подписчики, прекрасные мои зрители, я хочу пожелать также творить, развиваться, совершенствоваться, не останавливаться на достигнутом. И, естественно, всего самого-самого доброго, то, что мы всегда желаем друг другу: счастья, любви и здоровья. За мной елочка, елочка горит, елочку наряжали детки, мой сынок, мои внуки. И здесь они делали своими ручками гирлянды снеговичков. Вот здесь такая чудесная игрушечка балеринка. Это сыночек Глебушка делал. Ну, детки наряжали елочку. Они верят в чудо, ждут Деда Мороза. Сегодня в наш дом прилетит Дед Мороз на оленях. Детки получат подарки. Мы все счастливы от вот этого состояния радости детского, в состоянии ожидания праздника. Буду заниматься подготовкой праздничного новогоднего стола. В этом доме соберется моя семья, мы будем праздновать, встречать Новый год. Вас, мои дорогие друзья, я поздравляю и желаю вам тоже прекрасного праздника сегодня. Сейчас в кадре появилось шампанское. Хочу сказать, друзья мои, что я в следующем году планирую вас радовать своими видео, своим креативом удивлять. Я это очень люблю. И до скорых встреч на моем творческом канале. С Новым годом!